Уважаемые коллеги, добрый день. Прежде чем мы начнем работать, хочу поздравить всех ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с профессиональным праздником, с Днем оружейника. Поблагодарить за добросовестную работу, преданность своему делу, за действительно высокие показатели в работе. В нашей стране всегда гордились своей оборонкой, конструкторами, инженерами, рабочими, управленцами, которые создавали уникальное оружие и технику. И тем самым помогали нашим воинам побеждать врага. Вносили весомый вклад в обеспечение обороноспособности и безопасности России. Ну и в наши дни предприятия ОПК работают ритмично, четко, делают все необходимое, чтобы поставить войска, участвующие в специальной военной операции, современное оружие, технику, боеприпасы и экипировку. Благодаря такому труду работников отрасли выпуск особо востребованных образцов увеличен кратно, а их тактико-технические характеристики улучшены и адаптированы, исходя из специфики боевого применения. Особо отмечу специалистов ОПК, которые, рискуя наравне с военнослужащими, рискуя своим здоровьем и жизнью, в зоне боевых действий не только ремонтируют технику и в кратчайший срок возвращают ее в строй, но и, обладая уникальными знаниями, предлагают конструкторские решения по ее улучшению, по дальности стрельбы, по точности и так далее. Вот отмечаю это и хочу выразить слова особой благодарности. Очень важно, что в один строй с мощными оборонными предприятиями сегодня стал так называемый народный АПК, и представители этого отряда оборонщиков здесь сегодня присутствуют. Это представители малого, среднего бизнеса, талантливые молодые инженеры, специалисты. Еще раз поздравляю всех работников отрасли с профессиональным праздником и желаю вам всем всего самого доброго. Уважаемые коллеги, уважаемые товарищи, в нашей повестке комплекс вопросов, связанных с развитием беспилотных авиационных систем специального назначения. Тема важная и востребованная. Все мы это хорошо знаем, что не мы, да, во всем мире теперь это всем стало понятно. Напрямую связано с обеспечением безопасности страны. Беспилотники различных классов уже стали неотъемлемым элементом современных боевых действий. Эффективность многоцелевого использования беспилотных систем на поле боя подтвердилась в ходе специальной военной операции. Только вот что здесь вот на площадке специального технологического центра мы посмотрели с коллегами, которые здесь присутствуют, разрабатываемые и выпускаемые отечественной промышленностью современные беспилотные авиасистемы с целевыми нагрузками и специальными программами обеспечения, включая технологии искусственного интеллекта, а также другие образцы вооружения и техники. В их производстве используются передовые технологии и новые инженерные решения, благодаря которым наши части получают преимущество на поле боя. Я хочу сказать большое спасибо руководителям и сотрудникам предприятий за качественную и надежную технику. В том же направлении работают и многие другие организации ВПК, чья продукция также хорошо зарекомендовала себя в ходе специальной военной операции. Всего за 2023 год в вооруженные силы было поставлено порядка 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов. В текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы. Ну, а если сказать поточнее, практически в 10 раз. В 10 раз. Кроме того, расширяется линейка беспилотных систем и создаются безэкипажные катера. Вот сегодня тоже мы посмотрели на это. Роботизированные платформы многоцелевого применения. При этом большая их часть будет направлена в войска, находящиеся на линии боевого соприкосновения. Подчеркну, нам нужно полностью закрыть потребности вооруженных сил. А для этого последовательно наращивать производство беспилотной техники, повышать ее тактико-технические характеристики, в том числе активно внедряя элементы искусственного интеллекта, о котором я уже говорил, постоянно модернизировать с учетом боевого опыта. Вот сейчас с коллегами говорили, не помню, здесь есть, да, по-моему, вы, да, говорили о том, что
чуть ли не каждую неделю происходит определенное обновление. И кто быстрее реагирует на эти требования на поле боя, тот и побеждает. Одновременно с развитием беспилотников нужно искать действительно средства их радиоэлектронного и огневого поражения. Это позволит сохранить жизни наших военнослужащих, мирных людей, более надежно защитить военную технику и гражданскую инфраструктуру, критически важные объекты. Как уже не раз отмечал, ключевая задача – производить широкую линейку воздушных беспилотных аппаратов. Максимально быстро наладить серийное, подчеркну, именно серийное производство такой перспективной техники. И, конечно, нужно создавать заделы на будущее, то есть уже сейчас прогнозировать, какие задачи будут решать беспилотники завтра. Важно, что наряду с крупными компаниями и концернами массовое производство беспилотников, о чем уже было сказано, налаживают организации так называемого народного ОПК, народного оборонно-промышленного комплекса. При этом продукция зачастую не уступает по надежности и эффективности применения крупным предприятиям. Знаю, что Минобороны и Народный фронт многое сделали для того, чтобы раскрыть потенциал народного ОПК. Расширяется испытательная база для проверок качества и функциональных возможностей новых образцов. На постоянной основе работает технический совет, по решению которого в короткие сроки организуются поставки наиболее востребованных образцов по линии Минобороны и Народного фронта. Я хочу поблагодарить волонтерские организации, которые обеспечивают подразделения, участвующие в специальной военной операции, разведывательными беспилотными аппаратами и средствами радиоэлектронного противодействия им. Важно и дальше развивать такое взаимодействие, помогать организациям народного ОПК запускать свои разработки в производство, снимать любые препятствия, которые тормозят поставки беспилотников в войска. Отмечу, что с этого года действует национальный проект «Беспилотные авиационные системы», который рассчитан до 2030 года. Среди его приоритетных направлений – содействие разработке и производству отечественных компонентов и материалов для беспилотников. Это ключ к технологическому суверенитету в важнейшей для нас сфере. Сейчас вот некоторые коллеги рассказывали о том, как это происходит на практике. Ну, честно говоря, это не может не радовать, но далеко не все задачи еще решены. И в этом направлении нам всем нужно активно работать. Ясно, что малые и средние предприятия некоторые задачи самостоятельно решить и не могут. И, конечно, здесь нужна синергия между крупными научными центрами, крупными предприятиями и малым бизнесом. Работа по проектированию, испытанию и серийному выпуску беспилотников будет вестись на базе особых научно-производственных центров. До 2030 года в разных регионах планируется создать 48 таких площадок. Давайте поговорим на все эти темы. Пожалуйста, начнем. Слово Белоусу Андрею Ивановичу.